Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и сегодняшний мой собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Зеленскому дали денег на газ. Европейский банк в кредит дал 500 миллионов на покупку газа. Александр, а если свободный газ на рынке, а чей это будет газ? А может это российский, против которого они призывают ввести эмбарго? Насколько хватит им этих 500 миллионов в газовом эквиваленте? И к чему, собственно, готовится населению незалежной? Давайте сначала про 500 миллионов. Это если Украина будет покупать газ, когда газ дорожает. Сейчас на нидерландской бирже TTF газ стоит $350 за 1000 кубических метров. Ну, это в пересчете при текущем курсе евро к доллару. Какой, кстати, будет курс евро к доллару, мы не знаем. Сколько газ будет стоить в следующем году, мы не знаем. Но давайте будем исходить из того, что есть сейчас. Вот если сейчас взять 500 миллионов и просто купить вот эти 350 миллиардов кубов, то получится, почти 1,5 миллиарда. Красота, красота. Правда, не получится 1,5 миллиарда, к сожалению, потому что надо будет заложить еще расходы на доставку этого газа, надо будет еще заложить расходы на прочие сопутствующие, там еще будут прочие сопутствующие расходы, включая налоги. Можно, конечно, отменить ввозную таможенную пошлину, но мы сейчас этой темы касаться подробно не будем. Мы сейчас лишь обратим внимание на то, что 500 миллионов дали на 2 года. На 2 года, и вот этот объем, о котором мы можем теоретизировать, это объем, который будет сильно меняться в зависимости от того, какие конкретные ценовые условия образуются на европейском рынке в ближайшие, собственно говоря, 2 года. Может быть кризис перепроизводства на мировом рынке, который обвалит котировки на европейских биржевых площадках. Может такой кризис быть. И тогда на 500 миллионов можно будет накупить какое-то невообразимое количество газа. А я напомню, например, в 2020 году летом газ в отдельные периоды времени опускался где-то до $40 за 1000 кубов. $40 за 1000 кубов, представляете? Можно просто взять и на 500 миллионов затариться на весь год. Точнее, можно затариться на весь год, исходя из тех потребностей в закачке газа, которые есть у Украины сейчас и которые она пытается реализовать. Но учитывая, что мы в реальности не можем предполагать, точнее, мы можем предполагать, но не можем знать, сколько газ будет стоить, поэтому и про объемы мы будем говорить крайне-крайне приблизительно, что-то от 1 до 1,5 миллиардов может получиться, а может получиться и меньше, потому что, понимаете, в неспокойное время живем, что будет с европейским газовым рынком, мы не знаем. Хотя, по большому счету, объем вот этих, тут стоит отдельно оговориться, что когда мы говорим про Украину и Европу, где, собственно говоря, газ будет покупаться, то мы говорим про ситуацию, когда не ясно, что будет с экономикой Европейского Союза. Это важная оговорка, потому что, да, вроде как я уже упомянул, что мы не знаем, что будет с рынком газа, будет ли там кризис перепроизводства, или наоборот, будет газа не хватать. И вот вопрос, будет ли газа не хватать, упирается не только в объемы потребления, скажем, в Азии, в объемы производства на мировом рынке, но и в объемы потребления в самом Европейском Союзе. Проблема европейского руководства в том, что объемы потребления в Европейском Союзе за первое полугодие текущего года увеличились, если мы говорим про газ. И потенциал роста спроса в Европейском Союзе составляет порядка 80 миллиардов кубических метров. Этот потенциал связан с возможностью восстановления экономики по сравнению с теми показателями, которые были еще до ковида. То есть в 2021 году только-только началось восстановление, оно было прервано из-за мирового энергетического кризиса. И, собственно говоря, вот мы постепенно добрались до 2025 года, когда неоднородная ситуация на территории ЕС, если мы начинаем присматриваться к отдельно взятым странам. Так, например, достаточно посмотреть, кстати, я у себя периодически в личном телеграм-канале в нефтегазовой игре выкладываю соответствующую статистику. Так вот, официальный, немецкий аналог Росстата
для понимания, на кого ссылаюсь. Так вот, вот этот немецкий аналог Росстата публикует данные о том, что да, вроде как ВВП начинает подниматься, потом хопа в отдельные периоды начинает снижаться, а потом мы смотрим на показатели промышленного производства и обнаруживаем, что они продолжают падать, исходя из официальной статистики Германии. Может ли промышленность восстановиться? К сожалению, для некоторой части наших зрителей, да, там может промышленное производство восстановиться. Но для этого масса всего должна сойтись вместе. Это не только, знаете, договоренности между Европой и Штатами, между Штатами и Россией, вот как я ловко вплел наиболее актуальные события. Не только это все должно сойтись вместе, но и достаточно ресурса должно быть в Европейском Союзе. И вроде как в 2026 году может начаться кризис перепроизводства, но а вдруг в Европе начнет увеличиваться потребление теми темпами, которые потенциально возможны. Это значит, что все возможное перепроизводство будет поглощено вот этим восстановлением спроса в Европейском Союзе. Это, кстати, снизит зависимость от поставок из Российской Федерации. Кстати, о них. Довольно очевидно, что Украина за прошедшие годы с 1991 не переместилась географически как-то сильно на запад, на юг. То есть она осталась с теми же соседями, которые у нее были на старте. Да, география несколько изменилась, но изменилась не принципиально. То есть количество соседей не поменялось. Количество соседей по сравнению с той ситуацией, с которой Украина стартовала, ворвалась, так сказать, в свою независимость, то же самое. К чему это? А это к тому, дорогие друзья, что если вы отказываетесь от поставок газа из России, а с октября 2015 года, и надо будет как-нибудь отметить эту дату, в октябре 2025 Украина больше не получает газ напрямую из России. Она получает газ на кривую из России. Первоначально на кривую до 1 января 2025 года, собственно говоря, на кривую означало, что газ шел транзитом и из трубы отбирали. По официальным договорам с продавцами, а продавцами выступали покупатели вот этого газа, который шел транзитом через Украину. Но транзита нет, приходится теперь физически реверсом получать газ из-за границы. Кто поставляет газ? Опять же, мы упираемся в ограниченность количества этих соседей, от которых вы газ можете получить. И основные поставщики газа кто это? Ой, Словакия. Ой, Венгрия. Ой, что-то из Польши перепадает, но там мало. Словакия и Венгрия. Откуда газ в Словакии? Там месторождения какие-то появились? Нет. Словакия покупает газ в России. Покупает чуть больше, чем ей надо. Перепродает это чуть больше всяким разным покупателям. Понятно, покупает не само государство, покупает некий хозяйствующий субъект, но для простоты будем говорить Словакия. Поэтому да, Украина вроде как изо всех сил отказывалась от российского газа, но по сути покупает она тот же самый российский газ. И вот тут мы приходим к вопросу про подземные хранилища. То есть чисто теоретически вот на ту сумму, на сумму этого кредита, который предоставлен Украине, чисто теоретически, можно купить газа в объемах достаточных для того, чтобы восполнить отобранные за прошедший отопительный сезон объемы. Я напомню, что к началу сезона отбора 2024-2025 годов в подземных хранилищах Украины было примерно 8,5 миллиардов кубических метров. К моменту окончания сезона отбора там оставалось чуть менее 700 миллионов кубических метров. То есть, если округлить, то 7,8 миллиарда кубов были куда-то куда-то они делись. Куда они делись? Были направлены потребителям, промышленным потребителям, населению, в общем, этим самым потребителям, которые располагаются на территории Украины. При том, что объем отбора был, мягко скажем, не рекордным. Объем отбора не был каким-то, шокирующим. Боже мой, откуда такое взялось? Нет. Это был довольно скромный объем. Может, чуть больше, чем за какой-то из предыдущих лет. Но
скажем так, учитывая все вводные и учитывая объем потребления газа на территории Украины, вполне ожидаемо. Ну, вот эти, считайте, 7,5, ну хорошо, 7,8 миллиарда кубов были отобраны. Значит, если мы предполагаем, что на Украине вводные не изменились, ну, например, какие вводные? Некоторая часть собственной добычи на Украине сейчас недоступна. Некоторая часть газотранспортных мощностей, которой пользуются местные добывающие компании, сейчас не в полной мере доступна. Ну, в общем, ввиду тех обстоятельств, которые где-то, вот знаете, в январе-феврале 2025 года появились, ну или усугубились относительно предыдущих лет, потому что некоторые подобного рода обстоятельства возникали уже с 22 года включительно. Так вот, учитывая, что вводные не поменялись принципиально, надо предполагать, что если зима не будет аномально холодной, ну будет примерно вот как предыдущая, как прошедшая в 24-25 годов зима, то украинским потребителям потребуется где-то до 8 миллиардов кубических метров газа. Ну, то есть 7,5-8 миллиардов кубов необходимо закачать в подземные хранилища, чтобы восполнить отобранное в прошедшем отопительном сезоне, и чтобы просто не выйти в ноль или в минус к окончанию следующего отопительного сезона. Ну вот. И надо заметить, что украинские газовики прям стараются прям изо всех сил. Когда мы с вами обсуждали, пока в последний раз, когда я касался этой темы в рамках наших роликов, я обращал внимание, что где-то 4,5 миллиарда кубических метров накоплено в подземных хранилищах Украины. Если посмотреть на статистику, которую нам дает Gas Infrastructure Europe, как нам дает, после некоторых усилий, но все-таки дает Gas Infrastructure Europe, то мы обнаружим, что в подземных хранилищах Украины сейчас где-то 5,8-5,9 миллиарда кубических метров. Из 8,5, которые там должны быть к началу отопительного сезона. Если вот прям, знаете, по минимуму посчитать, хотя бы 8 там должно быть. Могут ли они успеть? Учитывая, что там традиционно отопительный сезон, знаете, сдвигается, максимально оттягивается наступление отопительного сезона, чисто теоретически, да, успеть могут. Если они будут также закачивать по 1,5 миллиарда кубических метров, смотрите, сейчас почти что 6 миллиардов кубов к середине августа. Значит, к середине сентября при сохранении текущих темпов, важная оговорка, там будет уже 7,5 миллиардов кубов, хорошо, 7,3, 7,4, вот где-то так. И к середине октября, соответственно, если еще 1,5 миллиарда удастся накопить, хотя, скорее всего, там удастся еще миллиард накинуть, примерно 8,5 и получится. То есть в этом плане украинские газовики на данный момент, на середину августа, выступают на все деньги. Они прям выполняют все, что на них возложено, как, наверное, никто вообще на территории подконтрольной Киеву. То есть дорогие друзья, мы можем резюмировать. Деньги, которые дали, их хватит на месяц закачки газа в подземные хранилища Украины при текущих ценах, без учета транспортных расходов, на доставку газа, без учета ввозных таможенных пошлин, то есть без этой всей ерунды, которой неожиданно обрастают биржевые котировки. Когда вы на них смотрите, они такие красивые, замечательные, $350 за 1000 кубов, а потом к ним надо 1, 2, 3, 5 и 10 накинуть, и цена резко изменяется в сторону увеличения, как это не прискорбно. Но при этом украинские газовики работают, они закачивают газ в подземные хранилища, при этом приходится увеличивать импорт газа. Импорт газа приходится увеличивать со стороны Российской Федерации, точнее, из Российской Федерации, но не со стороны Российской Федерации. Вот важная оговорка. То есть российский газ идет кривыми путями через ту же самую Словакию. Словакии от этого хорошо. А Украина немножечко переплачивает, потому что вдруг неожиданно оказалось, что газ приходится действительно после прекращения транзита физически тянуть из-за рубежа. А тут возникли еще и
некоторые обстоятельства, которые заставили увеличить объемы импорта. И, скорее всего, по итогам 2025 года мы увидим заметное снижение добычи на территории, подконтрольной Киеву. На сегодня, дорогие друзья, все. Александр, большое спасибо за комментарии. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Подписывайтесь на телеграм-канал Александра Фролова. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо. До новых встреч. Всего хорошего.